Приветствую, друзья! Коллаборации с известными англоязычными блогерами, как видим, продолжают набирать обороты. Не осталась в стороне и довольно известная среди продвинутых меломанов компания TRI, которая совместно с небезызвестным HBB выпустила наушники с каким-то просто фантастическим по параметру динамическим излучателем. А как они звучат, это вообще, друзья, отдельный разговор, на который я вас сегодня и приглашаю. Собственно, поехали! Пришла модель в очень маленькой, скромно оформленной картонной коробке с наименованием модели и полным списком технических характеристик. Из важного отметим 10-миллиметровый динамический драйвер с чувствительностью 114 дБ и импедансом в 36 Ом. В комплект нам положили инструкцию, она же гарантийный талон, плотный бокс из кожзаменителя, щеточку и тряпочку для ухода за наушниками, а также два набора силиконовых амбушюр разного размера и диаметра сердечника. Кабель выглядит неплохо, мягкий, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и соединением на вилочных коннекторах 0,78 мм. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил, равное 0,563 Ома, что ни много и ни мало. Сами чашечки выполнены из популярного во все времена позолоченного металла. Из функциональных элементов здесь два отверстия для компенсации динамического драйвера и средний по размерам звуковод с выступом для фиксации амбушюр и защитной перфорированной пластиной. Внешняя же часть у них имеет форму шипа, такую желто-синюю окраску и трезубец в качестве логотипа компании. Все совпадения, как говорится, случайны. Сели они прекрасно, звукоизоляция в норме, в общем, все отлично. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно продолжительный по длине импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие почти 1,3%, что чуть-чуть превышает норму. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 80 и 96 миллисекундам с легкими возмущениями в нижней половине спектра. Разницу между амбушюрами заметить можно, но лишь в интервале от 3 до 8 кГц. А так низкие частоты здесь имеют подъем на 9 дБ с плавным заходом на середину. Затем идет аналогичное по амплитуде выделение области разборчивости с пиком на 2,3 кГц. Еще один акустически оправданный пик на 4,3 кГц и стандартный уже 8 кГц для усиления резкости звучания. Высокие нам чуть-чуть ослабили, вероятно, чтобы избежать ненужной резкости и артефактов в данном диапазоне. Звучат же Кай басовито, насыщенно и просто невероятно мелодично. Пожалуй, это самые музыкальные наушники, что я слушал за последнее время. Глубокий, с хорошей прорисовкой текстур бас, жирненькие, слегка теплые средние частоты и немного отведенные на второй план верха, где можно отметить сходную с остальным диапазоном плотность и объем и средний по длине затухания. Музыка здесь, друзья, не просто играет, она вот скорее льется, эмоции, как говорится, через край, а ноги сами просятся в пляс. Если хочется не всматриваться в микронюансы, а буквально погрузиться в звучание, то, думаю, Кай это именно то, что нужно. Нигде ничего не режет, не сыпет и не отвлекает. Приятные слуху объемные, немного сглаженные тембры и легкий привкус позитива. Что бы я в них ни слушал, все прямо пропитано энергетикой, эмоциями и глубиной. Какого-то сильного уклона в детали, как я сказал, тут нет. Однако все нюансы на местах и прекрасно различимы. А как модель передает различную оркестровую музыку, это отдельное удовольствие. То есть, помимо того самого тембрального объема, у модели хорошо прорисовывается сцена в глубину, достаточно воздуха и довольно точное позиционирование инструментов в пространстве. Не скажу, что это вот прямо идеал, но докапываться совсем не хочется. Все есть и всего в меру. Производитель осознанно выбрал уклон мелодичность, отказавшись от прозрачности текстур, техничности и подчеркнутой резкости звучания. Здесь балом правит макродинамика и комфорт от прослушивания. А следовательно, внимание уходит не на какие-то вот технические аспекты, а на мелодику в целом.
Перебор амбушюр показал, что модель с насадками с узким сердечником звучат не так басовито и вальяжно. Проявляется собранность, чуть улучшается резкость, да и вообще звучание становится немного серьезнее. Впрочем, лично мне это не показалось хорошей идеей. Я в конце концов снова вернулся к сочному и слегка приторному звучанию, которое дают амбушюры с широким сердечником. К тому же, как мы все видели по АЧХ, настройка с ними более равномерная. Однако, друзья, это на вкус и цвет, кому как больше нравится. Из источников, в зависимости от того, что вы хотите получить, наушниками можно подчеркнуть музыкальность или же хорошо так добавить подачи резкости. Так, со стационаром SMSL DAW 100 и усилителем HO200 звучание мне показалось прямо мега комфортным, словно домашние тапочки. Усилитель же HO100 подчеркнул детали и привнес в звучание ощущение пространства. Из мобильных решений примерно аналогичную картину я услышал с САПом Dunu DTC 500. Стало намного прозрачнее, чуть агрессивнее, но все так же предельно музыкальным. Хотя лично меня больше всего ошеломила связка с тоже довольно недорогим мобильным ЦАПом ShaneLink UA3. Вот где эмоции, экспрессия и погружение в материал. Да, на мой вкус данные наушники сыграли с ним даже лучше, чем с куда более дорогим стационарным сетапом. Стилистически здесь прекрасно звучит джаз, разнообразная этническая электронная музыка, что-то академическое, в меру агрессивное и максимально певучее. Любое соло Кай превращает в удовольствие, а голос – своеобразный магнит внимания. Из исключений, возможно, они покажутся чересчур мягкими для каких-то прямо злых стилей и в случае сильного требования к прорисовке деталей. В остальном же очень достойно. Например, рок мне в них вот прямо зашел, как и всячески вокально ориентированная музыка. Сравнить же их можно, например, с недавно рассмотренными нами 7 Гц Дioka, который дает очень схожий в музыкальном смысле характер, но в данных планарах ощутимо меньше массы на всем частотном диапазоне. Бас заходит не так глубоко, у нижней части средних частот не хватает выразительности, нет того пространства в глубину, да и верха куда более резкие. Впрочем, планары есть планары, а динамик – это динамик, каждый выбирает то, что лично ему ближе. Армоси от КБР вполне могли бы стать конкурентами, тем более, что по сути это один и тот же производитель, однако подача у них заметно отличается. У последних все не так мягко и сглажено, и куда лучше то, что называется реалистичностью или натуральностью происходящего. Оттого в моем топ-листе обе эти модели находятся примерно на одной строчке, но немного разнесены стилистически. С остальным же, что у меня есть под рукой, вообще нет смысла сравнивать, совсем разные подходы к тюнингу и характеру звучания. Итогом, динамические наушники TRI HBB Kai очень солидно выглядят. Многих не оставит равнодушным использованное здесь сочетание цветов, нормальный набор насадок, тактильно приятный кабель и просто восхитительная посадка. По подаче тут достаточно глубокий, с неплохой прорисовкой бас, сочный, объемный и супер музыкальные средние частоты и немного притушенные, но столь же впечатляющие верха. Слушается это очень вкусно, теплый, слегка приторный звук с правильным построением сцены в глубину, отличной энергетикой и просто превосходной мелодичностью. Да и вообще все, что касается передачи именно музыкальной составляющей, здесь вот просто топчик. Далеко не флагман, но очень сильная для своего сегмента модель. Тем, кто предпочитает музыкальность разрешению, модель однозначно понравится. Однако, на мой взгляд, она не для всяких таких эмоционально злых жанров. Тут все прям пропитано позитивом. А на этом у меня все. Это были наушники Kai от содружества TRI и HBB. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайки, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Собственно, пока.